Чарли Кирка вызвала небывалый приступ буквально ликования среди поклонников киевского режима. Да, Кирк прямо называл Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню. There is indeed a certain polarization in society. In its most extreme form, this can result in murders like this, killing of Charlie Kirk. It is perhaps up to the US law enforcement officials to determine. The problem is on the left. If you look at the problem is on the left. It's not on the right, like some people like to say on the right. The problem we have is on the left. And when you look at the agitators, you look at the scum that speaks so badly of our country, the American flag burnings all over the place, that's the left. That's not the right. You plan on investigating? We'll see. We'll be announcing. They're already under investigation. You know, they're already under major investigation. A lot of the people that you would traditionally say are on the left. They're already under investigation? Already under investigation. Конечно, следим мы за этой ситуацией. Напомню, 10 сентября в США во время публичного выступления в университете Далин-Юта был убит известный американский политический деятель, тележурналист, популярный блогер Чарли Кирк. Убийство Чарли Кирка вызвало небывалый приступ буквально ликования среди поклонников киевского режима. В украинских пабликах царит буквально атмосфера праздника. Вы только подумайте. Местная украинская благосфера триумфально констатирует, что это их цитаты. Общественный деятель, прямая цитата из них, вот мы просто выписали себе, теперь уж точно на том свете. Представляете? Хотелось бы все-таки действительно сказать о том, что он, и напомнить, что он по-настоящему призывал к миру на Украине. Он видел первопричины конфликта. Он давал оценку действиям киевского режима, направленного на убийство собственных же граждан. Он не боялся называть вещи своими именами и квалифицировать действия своих же соотечественников, граждан США, которые предыдущей администрации всю эту трагедию и спонсировали. Вот именно эти призывы к мирному урегулированию Кирка ему вспоминают в украинских медиаресурсах, злорадствуя в связи с его такой страшной гибелью. Когда очнутся там на Западе, когда они поймут, кого они воспитали, когда они увидят, что кричит это самое украинское медиасообщество, граждане Украины, единственной нормальной реакцией и единственной нормальной как с точки зрения цивилизационного опыта человечества, так и с точки зрения международного права и законодательства разных стран, единственной нормальной реакцией может и должно стать неприятие и абсолютное порицание и абсолютное заклеймление позором подобных явлений. Но на Украине реакция ровно противоположная. Радость, торжество, злорадство. Да, Кирк прямо называл Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню, и он, Кирк, высказывался против поставок оружия на Украину и считал Крым исконной частью России. Да, он это делал.
И вот теперь эти украинские паблики радуются тому, что человек, который имел свою точку зрения на этот вопрос, застрелен. Ну, не это ли свидетельство того, что поддерживая киевский режим, Запад взрастил кровавого монстра? Не только на Банковой. Вы представляете, сколько людей заражено этой бациллой? Ровно об этом мы говорим, когда заявляем о необходимости денацификации Украины и ее демилитаризации. We're back on the plane with you. What does the president have planned for the coming week? The president has several regional trips planned across a wide swath of Russia. We are not announcing them in advance, but they will cover a large area and will be interesting, meaningful, and useful. I think many viewers believe that this is a harsh regime, or rather, the harshest regime. How many trips were there the week before? What is the reason for this? This is because he deals with issues that affect people's daily lives and the future of both themselves and their children. And that is why we elect a president and vote for him. How often does the president have such meetings immediately upon his arrival? Meetings happen all the time. In fact, the president held a working meeting with the governor of St. Petersburg today. He then spoke to the Gazprom CEO. Well, just imagine how big a household is. That is why they are in permanent contact with Miller. There were other meetings as well. I realize that this is probably none of our business, but I can't help asking. One of the key international news stories at the moment is what is happening in the US. Can you say anything about it? More generally, what is your view on the domestic political situation in the US, which we have been observing in recent years and which we see as being rife with serious problems? Well, there is indeed a certain polarization in society. In its most extreme form, this can result in murders like this. Killing of Charlie Kirk. It is perhaps up to the US law enforcement officials to determine whether these are isolated incidents or part of a trend, which would be much worse. But the fact that society is extremely polarized is certainly true for the moment.